Привет, друзья! Это проект Power Device. Этот ролик я хочу посвятить телефонам Xiaomi Redmi и Poco, а конкретнее их оптимизации. Да, уже немало роликов было снято на эту тему, но все же находятся еще некоторые детали, еще некоторые моменты можно улучшить. Отмечу, что подобный ролик я уже снимал на своем канале, только на телефоне Redmi Note 10 Pro, а сейчас я буду это делать на Redmi Note 13 Pro Plus. Но это не значит, что данные манипуляции не подойдут на другие телефоны. Они должны подойти как на MIUI, так и на HyperOS. Итак, не будем долго затягивать, приступим. Первым делом вам нужно скачать вот такое приложение, которое называется Hidden Settings. Оно разработано специально для Xiaomi на оболочках MIUI и HyperOS. Как обычно, скачать вы его сможете в моем телеграм-канале Power Device. Ссылка будет в описании под этим роликом. Не забудьте подписаться на мой телеграм, здесь я выкладываю много интересного и полезного. Итак, приложение мы скачали, установите его и откройте. Кстати, не обращайте внимания на то, что приложение может долго открываться. Сперва может быть черный экран, а потом оно запускается. Просто нужно немного подождать. Итак, что же мы здесь будем делать? Сперва мы зайдем в первую вкладку «Управление приложениями». Как я сказал ранее, подобное видео я уже выпускал на своем канале. Там я показывал, какие из этих приложений можно отключить, либо удалить. Но, друзья, телефоны обновляются, в них появляются новые системные приложения, которые также можно отключить. Я походил по разным форумам в интернете, поизучал информацию, и многие из этих приложений действительно можно отключить. Также и на своем опыте скажу, что это реально работает. Огромной разницы, конечно, до и после не будет, но толк все же есть. Также мы зайдем вот в такое меню и проверим, экономят ли ненужные приложения у нас заряд. Если что, это отключим. Итак, идем по шагам. Первым делом заходим в управление приложениями. Внизу нажимаем еще «Показать системные процессы». Теперь нам нужно пролистывать вниз и искать нужные приложения, которые мы сможем отключать. К сожалению, какого-то поиска здесь нет, придется искать вручную. Первое приложение, друзья, это «Здоровье и спорт». Заходим в него. Данное приложение предустанавливается практически на все Android-телефоны. Это приложение от Google. Смотрите, если мы зайдем в основные настройки, конфиденциальность, то на некоторых телефонах здесь будет вкладка «Здоровье и спорт». У кого-то оно может быть активно, а у кого-то нет. Если нажать вот сюда, здесь мы увидим, включено ли оно у вас или нет. Если что, прямо здесь снимаем галочку, отключаем его. Но даже если оно здесь у вас не активно, оно все равно ведет некоторую активность по вашему смартфону. Поэтому через наше приложение мы возвращаемся в это меню «Здоровье и спорт» и нажимаем его «Отключить». Также можно нажать «Остановить». И теперь смотрите, если мы зайдем в основные настройки, конфиденциальность, у нас здесь вообще пропадает вкладка «Здоровье и спорт». И не переживайте, если вы используете шагомер на своем телефоне, например, как вот этот, он не перестанет считать шаги, все будет хорошо. Мы отключили только сервис от Google, который по сути не нужен. Теперь в этом меню спускаемся ниже и находим такой пункт. Отзывы о маркете. Кстати, напишите в комментариях, был ли у вас предыдущий пункт. Всем будет интересно. А сейчас заходим в этот пункт, нажимаем «Остановить», а потом «Отключить». У меня он был уже остановлен, поэтому я просто отключаю. Спускаемся еще ниже и находим словарь пользователя. Заходим в него. Друзья, в Android-телефонах есть такой словарь, который можно пополнять. Вы можете записывать туда слова, которые не знает Android-система. Пополнять такие слова можно в настройках «Язык и ввод». В системе Android уже есть встроенный словарь, и там есть все нужные слова. Поэтому данный словарь можно остановить, а также отключить. Напишите, добавляли ли вы когда-либо какие-то слова в этот словарь. Если нет, его смело можно отключать. К слову скажу, что в любой момент все эти отключенные приложения, если что, вы снова сможете включить. Идем дальше. Следующее ненужное приложение – это стандартные заставки. Это системное приложение Android, оно нам не нужно. Никаким образом на наши заставки и на темы оно не влияет. Нажимаем «Остановить», «Отключить». Далее нам нужно спуститься прилично вниз, по крайней мере у меня этот пункт находится далеко, и называется он Google One Time Int. Заходим сюда. Нажимаем сперва «Остановить», а потом «Отключить».
Друзья, это приложение, которое отвечает за ввод данных при первом запуске Android-телефона. Сейчас оно нам не нужно. И естественно, если вы сделаете полный сброс телефона, то оно аннулируется и заново заработает при первом запуске. Также отмечу, что здесь есть такие приложения, например, как Google Services Framework. Его также можно остановить и отключить, но именно это приложение связано с Google Play. Оно отвечает за актуальность предустановленных приложений на вашем телефоне. К чему я это сказал, что не все приложения нужно отключать, на которых даже есть выключатель. Так что вот такие мы не трогаем. И также, друзья, пишите в комментариях, какие из этих приложений еще можно отключить. Возможно, какие-то я забуду. К слову, некоторым будет важно, все эти настройки остаются даже после перезагрузки телефона. Никакие приложения сами собой не активируются. Далее Google TV. Останавливаю и отключаю. Но если, конечно, вы им пользуетесь, то можете оставить. Лично я не пользуюсь. Следом идет Google Play Services for AR. Зайдем сюда. Его вообще можно удалить. Что это за приложение? Оно активируется в каких-то приложениях Google, где используется дополненная реальность. Например, где-то в Америке у них другие сервисы Google, и там работает вот такая система. Так сказать, в прямом эфире на Google картах вы можете видеть указатели. Все это вы будете видеть вот таким образом. У нас, к сожалению, такие функции слабо развиваются, поэтому я его вообще удаляю. Если что, эту функцию потом снова можно установить. Просто в поиске вбиваем Google Play Services AR, вот оно в Play Market, либо где-то на других сайтах. Идем далее. Meta App Manager. Это приложение относится к компании Meta, которая руководит Фейсбуком и так далее. Нажимаю «Остановить» и отключаю. Meta Services то же самое. И Meta App Installer. Далее практически в самом низу Print Service Recommendation. Если вы напрямую со своего телефона ничего не распечатываете на принтере, то есть с телефона не отправляете ничего на принтер, то ее спокойно можно отключать. Далее, друзья, смотрите какой момент. Нам нужно зайти в оптимизацию батареи. Но на моем Redmi Note 13 Pro Plus пишет вот такое сообщение. Выбранная активность не может быть выполнена. А если на Redmi Note 10 Pro зайти в этот пункт, то он открывается. Также это должно работать на HyperOS. Например, Analytics. В каком-то предыдущем ролике я показывал, как его вообще удалить с вашего телефона. Оно здесь не нужно. Но на этом телефоне я уже потом делал полный сброс, поэтому оно здесь появилось. Нажимаю «Экономить». Готово. А также его можно просто удалить через специальную программу. Видео есть на канале. То же самое делаем с MSA, нажимаем «Экономить». Готово. К слову говоря, некоторые приложения здесь вообще не открываются, они не активны. В них нельзя поставить такую функцию. Также еще я включаю «Экономить заряд» на трансляции. Друзья, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить ничего интересного. В поддержку моего канала пишите комментарии и ставьте лайки. Подписывайтесь на YouTube канал. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.